В этом видео будет рыбалка на поплавок камыше, рыбалка на фидер, рыбалка в микроречке и рыбалка на боковой кивок. Всем привет! Сегодня на рыбалке наконец-то будет для вас видео. Сразу хочу извиниться за то, что почти 2 недели не выходило никакого видео. Просто у меня совсем нет времени. Я не могу никуда выехать полноценно на рыбалку. Все, что у меня в возможности, это после работы на 1,5 часа выехать куда-то на речку. В общем, за последние 2 недели я выезжал где-то 4 раза примерно на рыбалку. И из этих рыбалок полноценного видео не получится сделать. Поэтому я решил набросать с каждой рыбалки немного материала и сделать 4 в одном. Как-то так. Всем привет! 26 марта. Я, как и обещал, снимаю вам рыбалку на поплавок в камышах. Вчера я приезжал на это место в разведку. И разведка прошла довольно удачно. У меня получилось поймать 2 карася и 1 красноперку за полчаса. Перед уходом я закормился, кинул где-то примерно 10 бомбочек чесночной прикормки сюда, сюда и вот сюда. И собирался сегодня приехать на рассвет, но не получилось. И сейчас у нас где-то 10 часов утра, вот я только на рыбалке. На улице довольно холодно, градусов 12 тепла, и такой ветер дует неприятный. И я, как назло, забыл в гараже свою куртку. Получается, я в одной кофте. Довольно холодно. А еще я и заболел, но то такое. Я вам говорил, что рыбалка будет на 1 поплавочную удочку, но я взял с собой 3. Я вчера тут ловил на 2. Одну кинул туда под камыш, другую кинул туда в камыш. И одну вот сюда хочу закинуть. Я думаю, на 3 будет вообще классно. Не знаю, как я, конечно, буду своей камерой с зумом на все это наводить. Но что-то будем пытаться делать. Главное, чтобы клевало. Прикармливать я сегодня не буду. Я думаю, вчерашнего закорма вполне хватит. Буду ловить сегодня на мотыль. У меня мотыль в картошке лежит. Мотыль начал дохнуть, и я его начал прятать в картошку. Он в этой картошке не дохнет просто. А в банке обычной дохнет. Вон, видите? Все живые. Это вам лайфхак. Рыбачить буду на вот такой вот вымостке. Но она мне вся не нужна. Я буду использовать только уголок от нее. Тут удобно просто сидеть в камыши забрасывать. Кто-то себе тут построил из местных. Ну, мне знакомый мой сказал, садись. Я думаю, вопросов не будет никаких. Придет хозяин, пододвинусь, уйду. Это не проблема. Теперь нужно сделать 3 рогачика, чтобы удочки не ложить в воду. Взял я свой ножик. И сейчас что-то попробуем выточить. Рогачики, наверное, довольно высокие, потому что там где-то по пояс мне глубины. Так, последний, 3. Обрезаем все самое лишнее. Три рогачика есть. Сейчас пойдем их зачистим, заострим и будем вставлять. Так, проверим. Маловат. Он совсем маловат. Я не рассчитал. И этот тоже. Что-то я прогадал с размерами и забыл посчитать. То, что там же еще муляка вниз уходит. По итогу они мне не подходят. Ну ладно. Оставим на какое-то другое место. Сейчас я их пойду положу там в кустах. Буду, значит, ложить удочки чисто на камыш. Так, сразу буду разматывать вот эту удочку. Изначально это была маховая 3-метровая. Но магическим образом на ней появились кольца. Катушка. Теперь это не маховая. Поплавок тут 3-граммовый, леска 0,25 и крючок овнер 12 размера. Я на нее летом ловлю карася. Ну, может быть, что-то и весной попадется. Глубина примерно тут будет в районе метра. Там, конечно, еще муляка, но вообще метр примерно. Так, ставим, наверное, на эту опарика. Поставил я на эту удочку опарыш. Не знаю, конечно, есть ли шансы на поимку, но будем смотреть. Так, ну поставим ее вот здесь.
Я думаю, ей тут самое место. Ух ты, уже поклевка. Прикиньте, кто-то ее тягает. Я вот этого вот не... Ого, краснопер. Вот это прикол. Интересно. Это почему и как? Кстати, а видите, вот с нее каша вылазит. А это та каша, которую я вчера кормил вечером. Прикольно. Так, ну ее я заберу своему коту. Уже начало есть и довольно-таки неплохое. Вы знаете, это видео будет состоять из 2 дней рыбалки. Я думал сегодня все отснять, но в связи с погодой и с тем, что я еще и забыл куртку, а я болею и я уже замерз, буду ехать я домой. Для вас следующий день наступит просто вот так. Всем привет! Наконец-то у меня появилась возможность для съемки видео. Сегодня попробую показать вам коротенькую рыбалочку на фидер. Будем ловить густеру. Вообще изначально я приехал сюда не совсем на рыбалку. Сегодня я учусь, как правильно ловить на фидер. Есть у меня знакомый, который в этом разбирается. И он решил меня научить. На этой рыбалке я уже ловлю по-правильному. Просмотрели маркерным грузом дно, выбрали дистанцию, держу темп, меняю поводки, меняю постоянно наживку. Короче, делаю все то, что обычно никогда не делаю. И это все приносит свои плоды. В лове уже есть около 10 штук неплохой густеры. И в принципе клев продолжается и дальше. Ловлю я все так же на свои 2 удилища. Они в размере 3,60. Первое удилище это Force Active с тестом до 130 грамм. Катушка на нем S-River Feeder 5000, шнур 0,14. Второе удилище это Patriot с тестом до 150 грамм. Катушка на нем River Feeder 5000 и шнур тоже 0,14. Оснастка и там паттерностер. Кормушку использую 40 грамм. Прикормку я сегодня замешал черный лящ по холодной воде и гороховый бисквит. А ловлю я на опарыша. По времени у нас уже без 20:11. Приехал я сюда еще по темноте, и видео я сегодня не собирался записывать. Но под конец рыбалки я решил выделить пару часов на съемку, поэтому попробую что-то вам еще показать. Ловлю я на одном из заливов реки Днепр. Дистанция примерно 20 метров, глубина в том районе около 7 метров. Тут кормушка 56 грамм. Поводок где-то 50 сантиметров примерно. Поставим опарыша и отправим. Так, поставил я 3 опарыша. И вот все время падает кормушка. До сих пор. Еще падает. И вот только упала. Глубоко здесь. Так, была поклевка. Но, к сожалению, камера наведена на другую удочку. Поэтому заснять я ее не смог. О, видите, как бьет удочку. Ну, покажись, кто там. О, бойкая густера. Ну, уже не зря начал видео снимать. Уже рыба есть. Оп, еще одна поклевка. Оп, есть. Вот это уже камера засняла. А ну-ка, кто там? Покажись. О, еще одна хорошая. Хорошая густера. О, красота.
почти в нырка попал. Чтоб не втыкал. Надо по сторонам смотреть, куда плывешь. Так. И эту надо перезабросить. Как-то она так идет, непонятно. А, там сидит кто-то. Маленькая густера там сидит. Я ее забагрил. Хай растет. Так. Что-то было. Походу или багранул опять кого-то. Вот уже вытаскиваю, собираюсь. Да, багранул по-любому. Так идет тяжело. О, а вот и плотва. Я ее даже не багранул, она клюнула. О, хорошая. Самец шершавый. Оп. Ой, кто-то есть. Хорошо упирается. Ты шо? Это да. Наверное, хорошая густера. Ой-ой-ой. Вообще пойдет густера. Вот это густера, так густера. В общем, приехал я уже домой. Сейчас буду показывать вам свой улов. Присутствует неплохая густера. И даже одну плотву поймал. Вон она лежит. Тоже такая заладошечная. В целом рыбалкой я остался доволен. Много чего нового для себя я узнал. Наловил рыбы, получил удовольствие. Поэтому день прошел не зря. Кстати, скоро на канале будет рыбалка на боковой кивок. Я же заказал себе удочку. И она уже ко мне едет. Заказал боковой кивок, заказал мормышки. Поэтому будем ходить по корягах, ловить карпа. Но это, наверное, уже летом. Но пробовать начнем уже вот сейчас, как она приедет. Я уже жду не дождусь. Какая удочка? Ну, узнаете в следующих видео. Всем привет! 2 апреля. Я вот собираюсь на рыбалку на карася. Я спустился к себе в погреб, потому что у меня здесь хранятся червяки. Вот видите, ведро с червями. Не знаю, они еще живые или нет, потому что они тут простояли всю зиму. Сейчас выйдем, посмотрим. Опа! Прикиньте, они еще и живые. Я думал, они все сдохли. Вон красные червяки, нифига себе. Еще и какие-то новенькие. Они тут размножаются. О, у меня целая ферма червей. Так, есть вот у меня вот такая баночка для рыбалки, для червей. У нее тут уже дырки готовые. Сейчас с ведра будем выбирать таких хорошеньких червячков сюда. Надо земли еще пересыпать немного, чтобы они тут могли жить нормально, временно. Я в это ведро не залазил, наверное, месяцев 5. Где-то вот примерно вот так. И они себе живут нормально. Вообще класс. А вот я перевернул, вот они самые большие. Даже у меня вот та личинка есть. Как она, капустянка называется, я уже забыл. На сома, чи на кого. Я уже в дороге, а у нас тут дождик ляпает такой небольшой. И такие тучи какие-то неприятные. Но я надеюсь, их пронесет. Все, короче, едем. Так, вот мы и на месте. Вот мой напарник Саня. Пришли на такое вот место. А у меня гадка тут где-то была. Я ее строил года 2 назад. Вот моя гадка. Засрали место, вообще страшно. Я сейчас поставлю фотку, какая она была до и какая сейчас. Гляньте, сколько мусора. Просто свиньи, блин. Саня вчера ловил, проклевывает карась. Сейчас попробуем. У Сани 2 удочки, 3-метровая, 4-метровая. Сейчас он на манку одну закинет.
А я взял... Ну, вот, вчера на червя клевала. А я взял с собой 4-метровую и 2 3-метровки. Ну, сейчас попробуем. Тут у меня 0,5 поплавочек грамм. Тут 3. И тут 4-метровка 1 грамм на поплавке. Или 1,5. 1,5, по-моему. Ладно, будем сейчас разбираться. Сейчас посмотрим. Так, есть. Вторую теперь под камышек надо. Глубина где-то в районе метра. Плюс-минус. Угу. Вот такой вот пучок червячка. За камышину зацепився. Все, под камышиком на дно поставили. И сейчас будем ждать. Оп, первый. Бля, хороший. Так хороший. Да. Сегодня раньше 20 минут не прошло, как клевать начало. Красота. У нас у каждого по 2 удочки. Неудобно камеру вот эту наводить на каждый поплавок. Но уже первый есть. Неплохой такой карась, грамм 300, наверное. Ты шо, вот это уровень. Красота. Ну что, ждем еще. Так вот никогда я не помню, сколько московку чистили, сколько я тут рыбачил, то есть с 2004 года, чтобы вот такую пору что-то клевать. Всегда как жарище идет, это так, что ты в футболке даже не можешь сидеть, и тогда и клюет. А это прохладно, он все равно клюет. Тогда сколько раз не ходили. Там март, апрель, май, это конец мая только начинало. Ну да. А так, ну грубо говоря, начало апреля, март, клевать начинало. Вот это улов. 2 часа сижу, жду. Поймал бычка. Офигеть. Вот это да.
Короче, на этом наша рыбалка заканчивается, потому что пустился дождь и сейчас не лето, чтобы сидеть мокнуть. Рыба особо не активная, ну вчера ловилась хорошо. Для этих мест это очень рано. Обычно тут в конце мая начинает клевать. Но мы сюда обязательно вернемся и я вам покажу, как тут клюет. Ну, а пока как-то так. Саня подогнал своего карася Семену. Сейчас приедем, вручим ему. Саня, давай прощайся. Всем хорошего дня и отличного настроения. Вот так вот. Семена нигде нет. Зову, не приходит. В общем, оставим ему. И если никто другой его не съест, то Семен попозже его заберет. Ты что, не хочешь? Я не понял. Что такое? Я сейчас заберу. Еще и жопой повернулся. Оп, камера, мотор. Всем привет. Я тут иду на очень интересную рыбалку. Не знаю, помните вы или нет, но я когда-то говорил, что соберу себе удочку с боковым кивком. И я ее собрал. Это 6-метровый Мифин Магициан или Магикан, не знаю. У меня с английским все печально, поэтому строго не судите. В общем, какие дела? Я еду после работы. У меня есть до темноты около часа. Взял с собой ведерочко. Трошки перекормки. Закормимся на завтра. Но сегодня места не кормленные. Есть тут местяк один интересный. О, вода добавилась, по-моему, да? Или не? Точно добавилась, прикиньте, вода. А, ну у нас же и дожди были. Так, как бы залезть-то сюда? Вот так вот может быть. Хоть бы еще не свалиться. Оп. Хей, хоп, оп. Есть на месте. О, кто-то здесь уже ловит. Потому что убрали вот эту фигню. Камыш убрали. Места не кормленные. И у меня с собой есть червячок, опарыш. Сейчас что-то попробуем половить. Я вообще не собирался делать видео, но не знаю. Это видео выйдет в том случае, если я что-то сегодня поймаю. Поэтому я еще не знаю. Вот так вот это все выглядит. Боковой кивок и мормышка на карася 1 грамм. Я очень загорелся рыбалкой на боковой кивок. Не знаю, смогу ли я что-то сегодня поймать. Но это, впрочем, не важно. Эта удочка вообще, ну, я рассчитываю на нее ближе к лету. По корягам будем ловить карпа. Я знаю много мест, где он есть, где много коряг. Но туда просто так не добраться с поплавочной удочкой. Теперь у меня есть боковой кивок. Я взял на всякий случай кукурузы маринованной и прикормку на коропа. Перед уходом я закормлюсь. И, возможно, завтра утром еще приеду. Не знаю, конечно. Это не факт. Попробую сразу на червячка. Без добавок. Тут была поклевка. Первая. Очень долго я хожу, но все-таки я ее увидел. Но я его не засек. И он больше как бы и не хочет клевать. Непонятно почему. Убежал, наверное. Так, не шумим. Короче, я уже тут хожу. Одну поклевку там в камышах заработал. И все. Вот нашел место какое-то.
ребята. Фух, я тут по этим скалам как горный козел ходил только что. Ну нормально. Почти. Точнее не упал. Почти упал, говорю. Ну, честно говоря, за все время была одна поклевка. Ну, даже две. В одном месте. Опа, первый карась есть. О, на боковой кивок. Мой первый карасик. Ну как вам, ребятки? Первый карась. Ух. Бомба. Не зря залез в эти камыши. Я тут по скалам лазю таким. В общем, все-таки разловил я свою новую удочку. Где-то в середине рыбалки я думал, ничего не поймаю, но под конец залез вот такие вот камыши. И получилось выманить карасика. Кстати, я его сейчас отпущу. Надо только на гору залезть. Ладно. Он, кстати, икряной, пузатый. Я думал, что я его возьму, может еще кого-то поймаю, но он один, он мне не нужен. Я его сейчас отпущу. Пусть растет, он икряной, даст потомство. Эта рыбалка будет завершающая это видео. Сегодня я вам показал 4 своих последних выезда на рыбалку, с которых невозможно было сделать полноценное видео. Оно было бы или слишком пустое, ну или слишком короткое. Как-то так. В общем, показал вам и на поплавок рыбалку, и на фидер густеру половили, и даже на боковой кивок поймали карася. 6 апреля сегодня. Ожидайте в ближайшее время рыбалку на боковой кивок, на поплавок, может быть даже еще на фидер, потому что рыба у меня заканчивается сушеная, надо ехать куда-то ловить. Карасей же я не буду сушить, хотя и так делают. Летом будем ловить толстолоба и будем ловить карпа, потому что где-то в июле это самое лучшее время для него. Потому что сейчас еще рановато для карпа, а как будет жара, он будет весь прятаться, вот этот камыш. И тут мы дадим жару. Короче, я очень рад, что открыл для себя новый вид ловли на боковой кивок. Вам спасибо за внимание. Давайте, ребята, скоро увидимся. Всем пока.